Ну, привет, сегодня слово пацана, и вот эта суперская задача дан квадрат А, Б, С, Д. На D взята точка К, на CD точка М, О – это центр квадрата, точки пересечения диагоналей. А вот это будет П, середина отрезка КМ, зная ОП 5, АК 6 и МД 7, нужно найти площадь этого квадрата. Ну что, сразу решает профессор эту страшную задачу, и применяет он метод координат. Там всего две формулы, ребята. Координаты середины отрезка находятся как полусуммы координат концов этого отрезка точка А и Б. А расстояние между точками АБ – это просто теорема Пифагора. АБ в квадрате равно первая минус первая координата в квадрате плюс вторая минус вторая в квадрате. Вы это знаете. Итак, ну куда же направить оси? Где начало? Начало в точке D. А оси направим вот так. Раз и так вот два. А можно так? Можно. Я сам себе разрешил. Вот так. Это будет ось Y, это будет ось X. Ось X. Все. Это будет 0, 0, как я и сказал. У нас длина стороны квадрата А пусть будет. И тогда координаты этой точки А 0. А вот этой точки К, какие координаты? Ведь отрезок АК это 6, тогда будет А минус 6 и 0. А координаты вот этой точки это 0 и А, правильно? А координаты точки О, это будет А пополам и А пополам, есть. И, наконец, координаты точки М, какие будут? Это же семерка, правильно? Тогда у М координаты будут 0, 7, 0 и 7. Ну, собственно, все. Координаты точки П находим как координаты середины отрезка. Вот, 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 это формула. Полусумма координат концов А минус 6 плюс 0 пополам. Есть такая история. Ну, плюс 0 не буду писать, пополам. Так, так, и 0 плюс 7 пополам, просто 7 пополам. Все, нашли координаты точки П. И теперь, внимание, синий отрезок 5. И тогда можно найти ОП и приравнять пятерке. ОП находится по формуле номер 2. Это формула 1, это формула 2. Все, внимание, перехожу на другой цвет, на синий пишу. А давайте сразу в квадрате. ОП в квадрате. То есть 5 в квадрате равно первая координата минус первая координата. То есть А пополам минус А минус 6 пополам в квадрате. И плюс вторая А пополам минус вторая. А пополам минус 7 пополам в квадрате. Все, ребята, задача решена. Смотрите, 25, здесь А минус А обнулится, минус на минус плюс 6 пополам 3 в квадрате 9. Здесь будет что у нас? А минус 7 в квадрате на 4, да? А минус 7 в квадрате на 4. Здесь будет 16, 4, 64, 49, 15, минус 15. Тогда я записываю, после возведения получаем А в квадрате минус 14А. Посмотрите, это удвоенное. И минус 15, как я и сказал, равно нулю, это пришел. Минус единица 15. Ура! А равно 15. И тогда площадь этого квадрата 15 в квадрате 225. Ну, неплохо профессор решает. Ой, ну такая заумная история, конечно. Ну, а теперь слово пацана, как я и обещал. И все. Ну что, Леха, где ты? Давай, покажи свое решение. Все. Сейчас пацан сказал, пацан сделал. Смотрите, что сделал этот пацан. Значит, первый шаг. Он провел диагональ АС. Есть такая история. Потом провел КЦ. Провел КЦ. Потом провел из центра параллельную к стороне квадрата. И что получилось? А получилось, что вот эти равны. О, точка О, это же середина диагонали АС, правильно? Правильно. Теперь ОФ провели параллельно АД и попали по теореме Фалеса куда? А прям в середину отрезка КС, верно? Верно. Значит, ОФ – это же средняя линия треугольника АЦК. Это средняя линия вот этого треугольника АЦК, но все это по условию 6, а средняя линия равна половине 3.
Ну и что? F середина КЦ, а P середина КМ. Получается FP средняя линия треугольника какого? Вот этого, правильно? Правильно, значит, ее нужно провести. Розовым проведу, а то запутаемся. F. P средняя линия треугольника КЦ М. А средняя линия параллельно основанию СМ на стороне квадрата. Итак, зеленая параллельно нижней стороне, розовая параллельно правой стороне. У нас там прямой уголок, прямоугольный треугольничек. А у нас ОП по условию 5, по Пифагору из этого треугольника это 4, а по средней линии 8, а это 7 по условию, а вместе это 15, а в квадрате 225. Ну, спасибо, Леха, выручил, иначе бы сидели в этих координатах. Пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков и настоящий пацан. До новых встреч.